Друзья, все-таки добрался до кузницы. Сейчас будем снимать. Вот оно. Ух. Вот уже горн горит. Горит. Будем сейчас все чинить и исправлять. Как и обещал. Как и говорил, как и обещал. И вот наш первый подопытный. Топорик. Нужно понять, как себе его нужно будет закалить. У него здесь есть слабый шов сварной, неправильный. Но так как его менее всего жалко, то мы будем пробовать вначале на нем. И сколько у нас будет по твердости, и как оно себя поведет. Это У7, насколько я понимаю. И вот его на нем будем первые наши попытки делать. Так, это у нас Макумы-ганы. Заготовки. Заготовочки. Скоро будет. Если идет сварочный сегодня, будет сегодня варить. Отлично. Но поскольку этот топорик у нас был репнут и заварен, да, мы будем греть только греть. Так, погнали. Погнали, да, температуру будем определять по вот этому пирометру с лазерным целеуказателем, все как надо. Наводим, он нам показывает температуру. Вот. Единственное, что не снимает с глянцевых деталей. Все, ждем. Здесь будем калить только, получается, лезвие. Да, первый греть лезвие, поскольку он у нас лопнутый, да, по это факту. же нам рихтовать. Нет, Да, нет, этот не надо, этот только у нас будет. Все, у нас У7, температура закалки 820 градусов. Приветики. По справочнику смотрели. Так вот наши ребята собираются, кузнечные. Ну, по справочнику у нас У7 калится на воду. Температура от отпуска, нормализации там, после закалки будет, получается, 180 градусов. А там мы посмотрим, устроит нас это или мы еще поднимем. То есть должно выйти в районе там, 60 единиц на листья. Ага. Ну вот, да, я тоже так думаю, вот попробовать 60. Сейчас жарит. уже подходит, уже 790 градусов, вот 807. И вот сейчас будем. Ну вот сейчас мы перевернем для чистоты эксперимента. Вот 820. В справочнике опять же не писалось, что надо давать выдержку. 824 градуса. Погнали. Обычно я так не колю, обычно колю весь. Вот, но поскольку Он лопнутый, да. лопнутый был, Давай. у нас таки его повело. А, повело? Да, видишь. Вижу, да. Но это мы сейчас тогда переделаем. Его перекаливать, конечно, нежелательно. По-хорошему надо дать отжиг. Вот. Ну, на самом деле, вот это можно вывести с слесаркой. То есть обычно вообще я колю ровное лезвие, то есть миллиметра 4, да, оставляю, остальное все у меня слесарится. Но поскольку он у нас уже точеный был, кстати, я не посмотрел, может он до меня, ну то есть до этой закалки был. Обычно вообще я на воду, ну У8, когда, блядь, видишь? Вижу. Репнул тут и тут. Вижу. Это не У7. Ух ты. Это, наверное, был У8. Вот. Значит, что мы будем делать? Нам либо надо подогревать воду, вот, либо делать отжиг на всех топорах. Я понял. Ну, смотри,
Этот там фиг его знает. Я вообще, честно говоря, блядь, даже не смог определить по клейму, что это за хрень такая. А остальные вообще, по идее, должны быть U7. Ну, то есть, вообще, по идее. Можем попробовать на пожарном. Пожарный, который Ну, а маленький. пожарный он не реплет гарантия, потому что там нечего репать. Ну, вот да. Нежелательно калить зонда. Вот. Так, пробуем пожарный малый топорик. Можно, смотри, закалить так, как калит, ну, вот калят У8. Сначала скидывается температура до 600 в масле, а потом калится на воду. Вот. Закалка тогда получится мягче. Вот, чем просто на воду. Ну так калят У8. Хотя по справочнику написано, что У7 вот калят просто на воду. Ну, вообще, да, я слышал, что U7 просто в воду. Вот. Но опять же, мы не знаем, это У7 была или что. Ну, ладно. У7 не должна была так репнуть. Да и У8 на самом деле тоже. Ну, ладненько. Как бы, ну, вообще не жалко, я сказал не жалко, значит не жалко. Поэтому, ну что, попробуем закалить на воду или попробуем через масло в воду? Как думаешь? О, блядь. Давай через масло в воду, чтобы не накрыть еще этот. Масло есть? Пусть лучше он будет мягче, правильно? Он будет мягче немножко. Но он особо мягче не будет. То есть, сейчас посмотрим. Мы сейчас закалим и посмотрим, ну, на какую твердость он вышел, поцарапаем бутылочку там. Посмотрим, если он я там понял, прям да. будет крошить, да, это там 62 единицы, Значит отпуск. то нет, ну в любом случае Да, отпуск сделаем после закалки. Ну это вот почему там нельзя делать, нежелательно делать из чернета. Потому что ты фиг его знает. То есть отковать на форму это небольшая проблема. А потом вытянуть со стали максимум на закалке. Ты не знаешь технологию, вот, там, допустим, та же рельса, да? Там Демидовская и какого-нибудь князя там этого, или вот Круповская 27-го года. Ты фиг его знаешь, как ее калить. Заводские топоры, да, делают 60С2. 60С2. Она тоже рессорно-пружинная, во-первых, она получше Г65 в плане ударной вязкости. Если открываешь справочник на Г65, там черным по белому написано, склонна к ударной хрупкости. Здесь не угадали. По столюке. Ну ничего, это у нас был как эксперимент, его было не жалко, он уже был вареный, переваренный. И, честно говоря, я и сам его пытался отпустить, так что, ну, не жалко. Но по-хорошему надо было сделать отжиг. Ну То да, есть его, да. Полностью всю накалку вообще снять. да, его Вообще на всё. часа 4 с плавным остужением. Ну, поскольку у нас времени, Ну, конечно, мы ж... это больше коллекционные. Так. Так, ну видишь, сейчас нам надо, мы его калить будем весь, вот, поэтому нам надо более-менее равномерно прогреть. Сейчас, это процесс не быстрый. Видишь, у нас проушина уже прогрета. Ну да, она более тонкая. Вот. Но обычно на более высокоуглеродистых сталях надо сделать выдержку закалки. То есть, если там не внедряться там в подробности, грубо говоря, если закалка там 850 градусов, да, ну, грубо говоря, плюс-минус там для всего черного металла, она там от 830, от 820 там, до 880, грубо говоря, вот этот диапазон, а там дальше надо смотреть по марочнику. Вопрос на что калить, то есть на масло, на воду. И на некоторых более высокоуглеродистых сталях надо, то есть, давать предварительный нагрев. То есть на, грубо говоря, миллиметр толщины давать минуту выдержки, там, при, грубо говоря, 700, там, 700 с чем-то градусов. То есть это надо для того, чтобы пораспадались карбиды. Вот, сейчас у нас 800 градусов. Вот, 830 на ухе, это немножко неправильно. Сейчас мы будем его пытаться выровнять температуру. Ну, конечно, закалка в горне это не муфельная печь. Ну, так сказать, по старинке.
универсальной технологии темперометра. В принципе, так и Так. Опа. Масло. Масло пошло. И вода. скорее всего, даже в масле его чуть-чуть передержал. Тестовая бутылочка. Ага, не царапает. А не царапает. Царапает, да? Еле-еле. Она на какой-нибудь чистой поверхности. Сейчас. Где у нас нету царапин. Упор влажный, он еще скользит. Да, смотри, вот. Угу. Вот. В целом закалка у нас удалась. Вон по граням, конечно. Угу. Надо какое-то более такое. Еще ж не забываем, топорик старый, то есть он когда-то ржавый, да? Конечно. Гнилой был. Понятно, что там у нас. Ну еле-еле цепляет бутылочку, вот. Причем только по центру почему-то. Хотя вот вроде с краю. Ну вот, свежие царапки были. Вот он оставляет. Да, видно, видно. Поэтому дальше в печку. Так, ну что, тут я могу сказать, что вроде как получилось. Опять же, тонкости это целая наука. Тонкости здесь больше, чем на новых топорах, которые с нуля делают. Да просто потому, что сколько он в земле лежал и какой у него там состав, где он погнил, он весь он весь в раковинах, вообще весь. Вот. Вроде закалку принял, все классно. Так, выжигаем деревяху, которая у нас Да, вот это тот, где я накосячил, а сейчас мы его будем исправлять. есть шанс, что его поведет опять же лезвие. Вот он, возможно, у нас прям идеально ровно не получится, потому что даже я оставляю там, если колю, да, припуск где-то миллиметра 2 на кром. Да, понятно, я же его просто точил, и вот этот, который нужно исправить, где я накосячил, вот Поэтому обещал, исправляю. с этими сталями у меня технология отлажена, когда сам колю, вот, когда в термичку сдаю. Вот это 9 ХС, этот топор откованный, и я чуть-чуть начал слесарить, то есть выводить, ну, все вот тут мятинка, осталось, это надо еще свести в острый угол, тут форму выдавить. И вот, собственно говоря, оставляю под закалку, это еще отслесарится, выровняется. Да. То есть оно там еще надо где-то по мелочам его рихтануть. Он еще не каленый. Это вот, в принципе, только откованный, только я начал контур выводить. Вот этот америкос, там немец, америкос, после закалки. Твердость на нем, по идее, должна быть в районе 60 единиц. Опять же, на твердомер я его еще не сдавал. Сейчас мы просто ржавчину, грубо говоря, убрали. И теперь, да, на стекло. Вот. Ни хрена себе. Там То есть- 60-61 единица в нем должны быть. Для этой стали, в принципе, это норма. Вот. Это он, Жестяк. не этот, ничего. То есть, тут, подвод там миллиметр. В принципе, это при такой твердости он будет рубить что угодно. В принципе, даже там арматурку. То есть там твердость 45 на ней, тут 60. Как-то ничего такого нету. На излом, вот, я таких топоров уже сделал, наверное, с десятка-два, пока жалоб не было. Мы делаем еще вот наковывают заготовки на стамеске, они тоже, в принципе, все отлично калятся, мы их калим. Вот стамески идут 61-62 единицы. Закалка там, это обговаривается с клиентом.
Вот, в принципе, 9 ХС мне в плане топоров, если у тебя есть, ну, хоть какая-то толщина, она, в принципе, по-моему, идеальна. Если там, конечно, ты никуда-то загонишь и не будешь вот вламывать его на бок, то есть именно как колун, там, на рубку он подходит. Там некоторые ребята, наши знакомые, им вырубали полностью проем, расширяли двери. И, в принципе, остались довольны. Коля. Красавец. Вот. Единственное, что тут маловато проушину сделал. Но, Да, вот я гляжу. Я это, как по этой форме, эта форма была экспериментальная. Да, получается, это у нас некая такая, блин, смесь, значит, американца и немца. Вот оно тупо что-то среднее такое. Ну, прикольная машина. Вот, также, в принципе, топоры вот 60S2 делаются, но там у них твердость 56-54 единицы. Вот, это больше как раз для реконструкторов делаю, потому что 54 единицы для топора это маловато. Ну, как на мой вкус, опять же, у кого-то другое мнение. То есть мне, допустим, честно говоря, мне вот для себя я сделал вот это вот. Да, для кого-то можно сделать там твердости поменьше. И, в принципе, из другой стали. Вот эта сталь, она в ковке. Там, допустим, у меня сейчас не осталось этих ушастых топоров. Когда вот здесь на обухе оставляется такая пика, да, ты ее прорубаешь и сделаешь отворот. Вот у нас в группе есть, где ну, меньше болтается на лезвии. Да-да-да, ну это Вот, как эти именно славяне делали. Да, на этой стали это прям боль делать этот отворот, потому что он делается вручную, она тугая. Вот, и ну, надо там кое-какую оснасточку под это дело сделать, может там пойдет полегче. Хотя с той же 60S2 она, блин, вообще замечательно расковывается. То есть она и пластичнее, чем 9 ХС. Ну тут как каждой стали, грубо говоря, свой подход. Вот он у нас, деревяшка вся. То есть, но опять же, вот эти топоры с 9 ХС, да, они прошли полный цикл термички. Я понимаю, да, что это как бы... Отдал на отжиг, их полностью сделали мягенькими. После этого я почему вот этот топор не делал? Он у меня сейчас один остался, да. Я буду, сейчас мне приехал металл, я буду сбить следующую партию, их у меня будет штук 5, я их отдам в термичку, их полностью сделаю отжиг, да. То есть он мне вернется там твердостью, ну там единиц 25-30, я его удобно для себя послесарю, то есть у меня ленты убиваются меньше, то есть это ж не покаленный сталь. Ну понятно, да. Вот. Но термист вообще это отдельная профессия. То есть там человек, ну, вырабатывает технологию под определенную задачу, да. То есть для реза тебе нужны там карбиды, там, чтобы он не был хрупкий, да, при ударе. Ударная вязкость и наличие там карбидов вот для реза, допустим, для ножей. Из этой же стали можно делать втулку. Вот, да, где тебе наоборот надо более равномерная структура, чтобы было меньше карбидов, потому что карбиды будут работать как напильник, она у тебя просто сотрется быстрее. И задача термиста, ну, по уму подобрать, выжать максимум вот под данную задачу с этой стали. Будем рихтовать. Ну что, погнали. Аккуратненько. Собственно говоря. Так, вот мои косяки. Исправляем. Так. Исправляем косяки. О, гладилочка. Гладилочкой пройдем там чуть-чуть. Да, потому что там, ну, я в одном месте очень сильно, а в другом тоже там немножко повело. Это я абрикос рубил им. Понятное дело, что если бы он закален был тогда... Так, у нас вот так он ровный. Ну, вроде. А, вот, вижу. Да, вот там есть, кстати, топорик, я не знаю, куда он делся, надо будет еще поискать. Там еще есть топорик 1915 года. Кстати, вот тоже в куче той должен лежать. Вот в этой? Да. Нет уже? Вот этот. Нет, не, там еще... Может он упал, сейчас глянем. Короче, 1915 года, вот эта штука, надо попробовать его, то есть это именно царский, этот кавалерийский, по-моему, или кавалерийский, или что-то такое. И надо будет попробовать, я не знаю, единственное, надо будет подумать, как его, можно ли нарастить, или же нарастить его невозможно уже.
Там на топорик, там видно 1915 год. Царская еще империя. Видимо, он или упал, да. Нарастить так, чтобы клеймо сохранилось. Да, или же, ну, или же нет. Да. Так? Не ведет его? Да вроде. Аккуратненько. По-хорошему надо еще одна рука. По-хорошему. Я понимаю, да. Так, убираем свет немножко, чтобы лучше было видно. Пойдет. Ну, тут будем есть еще подслесарем. Его все равно саму кромочку, скорее всего, поведет. Вот мы его выровняем. Угу. И все, и калим. Все, отлично. Вот, потому что, блин, жалко, у него сталюка бомбезная. Реально. Если бы я тогда его не отпустил, я бы этот абрикос, ну там просто шмотки летели. Так это абрикос. Как бы твердость абрикоса ты знаешь. Ну да. Это реально, это жесткая тема. Абрикос, кстати, классная штука. С Да, него этот, да. У меня был поняли абрикосовый. Я с нее трубку делал курительную. Она у меня где-то, наверное, с полгода прослужила. Я там сделал. А, ну, кстати, по-моему, тут есть. Сейчас я покажу. Так, исправляем косячки. Сейчас я уберу немножко света. Вот он, красавец. Красавец. Вот штук сделал немножко неправильно, но вот это вот абрикос. Угу. Вот, этот сувель абрикоса. Угу. Вот, ее немножко надо почистить, но потом спиртиком протру, сделал. Вот. Абрикос, да, реально тема. И самое интересное, я думал, он будет сильно там как-то гореть, не, нормально. Очень, очень прилично себя вел, как для трубки. Погнали. Вот. 825 градусов показывает. На лезвии чуть больше. Поэтому сейчас подровняем. Опа. Вот. На цвет не вети, камера врет. Не такой раскаленный. Давай. 840 лезвия показывает. 720. Да, там 827. 817. 37. Вот на калине он тоже немножко врет. Угу. Все, Так, погнали. Опа. Так, ну что у нас тут? Вот, О, все четенько. поводок нету. Все замечательно. Все, сейчас он немножко полежит. Все удалось. Да, да.